Всем привет! Вы на канале Готовим с Оксаной Пашко. Сегодня испечем не просто блины, а целый блинный пирог с грибами. Такое блюдо получается очень вкусным и отлично подходит для ужина всей семьей. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. Сначала приготовим тесто для блинов. В миску разбиваем 2 яйца. Насыпаем 1 столовую ложку сахара и пол чайной ложки соли. Все взбиваем миксером до легкой пены. Берем 750 мл теплого молока и наливаем в миску примерно 300 мл. Аккуратно перемешиваем на низких оборотах миксера или венчиком вручную, чтобы жидкое тесто не разбрызгивалось. Сюда же насыпаем 300 г муки. Сначала перемешиваем выключенным миксером, чтобы не пылилась мука, а затем включаем и перемешиваем тесто на маленькой скорости до однородности. Наливаем оставшиеся 450 мл теплого молока. Опять перемешиваем. Чтобы блины не прилипали к сковороде, наливаем примерно 2 столовые ложки растительного масла и перемешиваем. Тесто оставляем на столе отдохнуть на 15 минут. Пока настаивается тесто, приготовим грибную начинку для блинов. Одну большую луковицу нарезаем четверть кольцами. 600 г шампиньонов разрезаем пополам и нарезаем пластинками. На горячую сковороду кладем подготовленные грибы. Жарим на большом огне до испарения всей жидкости. Когда жидкость испарилась, наливаем в сковороду немного растительного масла. Сюда же кладем нарезанный лук. Все обжариваем до готовности лука. Грибы солим по вкусу и перчим. Все перемешиваем. На грибы насыпаем 1 столовую ложку с горкой муки и хорошо перемешиваем. Сюда же наливаем 200 мл сливок жирностью 10-15%. Все перемешиваем, пока сливки не загустеют. Начинка готова, снимаем ее с огня и оставляем остывать. Тесто настоялось, жарим блины. Перед первым блином сковороду немного смазываем растительным маслом. Берем примерно половину половника теста и наливаем его на сковороду, распределяя по всей сковороде. Жарим блины на огне немного меньше среднего. Когда блин поджарился с одной стороны, переворачиваем его на другую сторону. Так жарим все блины. Из этого количества теста у меня получилось 25 блинов на сковороде диаметром 24 см. Начиняем блины. Кладем блин и на него выкладываем с одной стороны примерно 2 столовые ложки грибной начинки. Сворачиваем блин трубочкой. Так начиняем все блины. У меня начинки хватило на 8 блинов. Форму для выпечки смазываем сливочным маслом. В нее по кругу выкладываем начиненные блины. Для формы диаметром 22 см понадобилось 8 начиненных блинов. Если ваша форма больше моей, то количество начиненных блинов можно увеличить, положив в них немного меньше начинки. Готовим заливку для запеканки. В миску разбиваем 3 яйца. И наливаем 150 мл молока. Все солим по вкусу и перчим. Перемешиваем венчиком до однородности, не взбивая. 50 г сыра трем на крупной терке. Приготовленную заливку выливаем на блины в форме. Сверху все посыпаем тертым сыром. Ставим в духовку, разогретую до 180 градусов. Запекаем приблизительно 35 минут. Блинный пирог с грибами получился очень вкусным и сытным. Готовится из самых доступных продуктов и получается всегда. По желанию грибную начинку можно заменить любой другой по вашему вкусу, например, мясной или творожной. Если вам понравился рецепт такой блинной запеканки, то обязательно ставьте лайк и пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео, они выходят каждый день. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием.